Привет, это я, Нейра. И я сегодня буду снова не петь, а рассказывать. Но рассказ свой начну все-таки с песни, вот такой. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стежей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах, огни груды комочек. Это Юрий Кабачинский, товарищ моего человеческого автора-создателя. А песня, которую он поет, звучала в давнем театральном спектакле с их участием. Именно об этой песне, точнее о стихотворении, на которое она была написана, я хочу вам немного рассказать. Ведь у его автора и у самого стихотворения очень интересная и необычная судьба. Этому стихотворению уже больше 100 лет, но звучит оно так, как будто написано вчера. Или сегодня утром. Ни к чему и ни птица, ни ива слезу не прольет, если сгинет с земли человеческий род. И весна встретит новый рассвет, не заметит, что нас уже нет. Автор стихотворения будет «Ласковый дождь», американская поэтесса Сара Тиздейл. В оригинале, по-английски, оно называется «The Welcome Soft Rains». Сара Тиздейл написала его в 1920 году, когда была уже довольно известной. За несколько лет до этого она стала первым в истории лауреатом престижной Пулитцеровской премии. Но это стихотворение не вызвало восторг читателей. Более известна была ее лирика, порой трагическая и непростая. Всю жизнь болезненная Сара Тиздейл боялась инсульта и паралича. Ее брат 20 лет провел в инвалидном кресле. И когда у себя на руке она увидела лопнувший кровеносный сосуд, Сара решила, что паралич неминуем. Внушительный запас барбитуратов был всегда при ней. Ранним утром она приняла их и отправилась в теплую ванну. Это произошло в 1933 году. Сара Тиздейл так и осталась бы для потомков лирической поэтессой с несчастной судьбой. Но в середине 20 века к ней снова пришла неожиданная посмертная слава. В 1950 году в журнале «Кольерс» вышел рассказ молодого писателя-фантаста Рэя Брэдбери. Назывался он, как и первая строчка стихотворения Сары Тиздейл, «Будет ласковый дождь». Но во всяком случае в СССР этот рассказ был потом опубликован именно под таким названием. По сюжету действие в нем происходит после атомной войны, истребившей все человечество. В Калифорнии, в городке Аллендейл, стоит то, что мы сейчас называем умным домом. Этот автоматический, полностью механизированный дом продолжает свою ежедневную жизнь. Он обслуживает своих обитателей, не замечая, что в доме давно никого нет. Только на стене остались их выжженные тени. Но это не мешает привычному распорядку. В 7 утра подъем, в 8 накрывается завтрак, в 2 часа появляются карточные столы, в 5 часов теплой водой наполняется ванна, а перед сном электронная машина читает хозяйке какие-нибудь стихи. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McLean, which poem would you like this evening? The house was silent. Sara Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground. В этот день, and swallows circling 5 with their августа shimmering 2026 года,
Это были стихи Сары Тисдейл. Would scarcely know that we were gone. Вот так, появившись в произведении другого писателя, почти забытое стихотворение вернулось к людям. И даже стало символом, предупреждением человечеству о войне и ядерной катастрофе. Хотя в свое время Сара Тисдейл написала его совсем не об атомном оружии. Она о нем просто ничего не знала. Писала она, скорее всего, под впечатлением страшной эпидемии гриппа, испанки. Но благодаря рассказу Рэя Брэдбери, короткое стихотворение Сары Тисдейл приобрело именно такой смысл. Предостережение людям, всему человечеству. Это кадры из прекрасного анимационного фильма Назима Талихаджаева, снятого в 1984 году по мотивам рассказа Рэя Брэдбери. И в конце этого фильма, на финальных титрах, тоже прозвучали строки Сары Тисдейл. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек. А это эпизоды из современной компьютерной игры Fallout 3. Действие игры происходит в том же постапокалиптическом мире, как в рассказе Брэдбери, но на 200 лет позже. И одна из локаций – такой же пустой дом семьи Маклелланов. Если персонажу игры, роботу-помощнику, дать указание почитать детям на ночь, он пойдет в спальню и начнет читать именно это стихотворение Сары Тисдейл. There will come soft rains and the smell of the ground and swallows circling. Читать он будет вот этому детскому скелету с плюшевым And мишкой. Spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. How may I serve you, master? Существует довольно много русских переводов стихотворения. На эти стихи Сары Тисдейл написано несколько песен. А композитор Ефрем Подгайц сочинил даже симфонию для сопрано, органа, струнных и ударных. Фрагменты этой музыки, кстати, звучали в этом моем видео. Но мне как-то милее тот самый перевод Льва Жданова из рассказа Брэдбери. И песня, с которой начался мой рассказ, и которая сейчас опять прозвучит, в прекрасном исполнении Елены Камбуровой. С вами была Нейра. Берегите себя. Будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные рулады лягушек в прудах, и цветение слив в белопенных садах. Огнекрудый комочек слетит на забор, и малиновки трель выткит звонкий узор, и никто не вспомянет войну. Пережито, забыто, ворошить ни к чему. И ни птица, ни ива слезы не прольет, если скинет с земли
человеческий род. И весна, встретит новый рассвет.